Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Польза.ком, где только быстрые и емкие обзоры обо всем. Сегодня я для вас сравню по 15 критериям топовых игроков на рынке гибридных умных часов Xiaomi Quartz Midja Watch и Lenovo Watch 10 Plus. Кстати, на канале 3 конкурса. В розыгрыше умные часы и 2 фитнес-браслета. Условия в описании. Начнем наше сравнение. Первый критерий – цена. Lenovo Watch X Plus стоит в среднем на 12% дороже, $65 против $52 у Midja. Разница не особо значительна, но психологически ощутима. Midja ближе к $50, а вот Lenovo нет. Второе – это их габариты. При одинаковом диаметре Midja намного тоньше, что, если честно, при носке не особо заметно. Третье – это вес. 81 грамм у Lenovo против 40 у Midja. И это не хорошо, не плохо. Многим по нраву тяжелые часики. Четвертое – визуальное отображение информации. У Midja его практически нет, только шаги до 20 тысяч обычной стрелкой. У Lenovo, как мы все помним, есть LED-дисплей, и там довольно много информации. Можете посмотреть мой обзор на них отдельно на моем канале. Пятое, что Midja, что Lenovo обладают быстросъемным ремешком. И это очень удобно, при том, что у Lenovo это реализовано, по моему мнению, немного интереснее. Хотя принцип один и тот же. Шестое, часы Midja нет необходимости заряжать, и это огроменный плюс. Пусть автономность у Lenovo и 45 суток, хотя реально это 30 дней, но не полгода, как у Midja. Седьмой критерий – это качество стекла. Здесь все еще более относительно, чем в других пунктах. У Lenovo классное сапфировое стекло, которое постоянно заляпывается, и пусть и поцарапать его не так просто, но держать в чистоте не особо легко. И Lenovo постоянно бликует. Мне даже кажется, положение, в котором Lenovo бы не отражало свет, просто нет. Блики иногда крайне раздражают. У Midja обычное минеральное стекло, но оно выпуклой формы, что дает ему преимущество относительно других минеральных стекол касаемо прочности, и вид за счет этого у него очень дорогой вещи. Соответственно, в производстве оно обходится не дешевле сапфирового на выходе. Восьмой критерий – это разнообразие. Midja предлагает нам 3 разных варианта циферблата. У Lenovo 2 варианта расцветки – металлик и черный. Девятый критерий – это влага и пылезащита. Здесь Midja просто решила не заморачиваться. Максимум в их часах вы можете попасть под легкий дождик и помыть в них руки. Даже принимать душ и ванну в них нельзя. В Lenovo вы свободно можете плавать, хоть в бассейне. Десятый критерий – и те, и другие часы из стали. Покрытие, я вас разочарую, но черный браслет от Lenovo со временем или в скором времени начнет облизать. Да и вообще 18-мм браслет в 20-мм фиксаторе выглядит слегка глупо. Постоянно слезает. Кратко, вам просто необходимо будет заменить ремешок. Лучше на кожу. У Midja подобных проблем нет, так что если вы вдруг приобретете Lenovo, не забудьте сразу купить под него отдельный ремень. 11-й критерий – это пресловутая оптимизация со смартфоном. Здесь без слез про Midja не расскажешь. Что бы кто ни говорил, вибро-напоминание о звонке только если у вас iPhone или смартфон на платформе MIUI 9. Вот так. И танцы с бубном при настройке Midja больше. У меня есть обзор по их настройке, посмотрите потом. Это минимум вас улыбнет. Я очень долго ругался, пока их настраивал. У Lenovo пусть все и топорно, и также не идеально, как и в 9-х Lenovo, но хоть в программе нет китайского. И с оповещениями все хорошо. 12-й критерий – наличие спортивных функций. Здесь Midja, как говорят, шагомер добавила так, для мебели. Что шагомер, по моим наблюдениям, крайне неточен, сравнивал с показаниями с умных часов Amazfit Stratos. Да и элементарного пульсомера просто нет, не говоря уже о барометре и остальных плюшках у Lenovo Watch X Plus. 13-й критерий – то, на что я всегда обращаю внимание, и за это меня ругает половина моих зрителей. Качество упаковки. Как подарок Lenovo Watch X Plus ничуть не уступает Midja, но вот ее упаковка, вот эта пластиковая подложка, это просто позорище, по моему мнению. Все хорошо, но такой это прямо китайский
Китай, как в начале 90-х. 14-й критерий — качество сборки. И здесь, несмотря ни на что и вопреки всему, Lenovo Watch X Plus уступает Mijia Watch. Как всегда, из-за своей пресловутой позорной кнопки. Срабатывать она у вас будет один раз из двух. Я не понимаю, как они умудряются ее делать стабильно с браком, но и у меня в моих часах поначалу кнопка нажималась легко, а теперь туго. Прямо китайский Китай. У Mijia ощущения недоделанности нет. Все крайне эргономично и эстетично, хотя и функцию этой кнопки у Mijia практически нету. 15-й критерий, как всегда, для меня один. Это отношение к покупателю. Уровень вранья и правдивость рекламы. И здесь Lenovo дало нехило жару. Какое к черту давление? Зачем об этом писать? Просто лапша на уши покупателям. Да и швейцарские механизмы уже во всех китайских часах от $10. Лучше бы программу допилили. Кратко, по мне Lenovo обманывает больше. Сон кое-как считают только Lenovo. Часы Mijia очень понравились моей супруге, но если у вас миниатюрная ручка, они для вас будут, как и Lenovo, слегка крупными. И хотя эти часы унисекс, больше они, наверное, все-таки рассчитаны на мужчин, либо на девушек выше 165 сантиметров. И те, и другие гибридные умные часы как два лагеря одного войска. Одна конница, другая артиллерия. Пусть задача и одна — это победа, но способы достижения цели совсем разные. И косяки тоже. Я не собираюсь отдавать свое предпочтение ни одним, ни другим часам, просто рассказал вам основные отличия, которые подметил. И те, и другие мне безумно нравятся, поэтому, наверное, я их и купил. Подписывайтесь, делитесь, кому понравилось, пишите, отвечу, как вы знаете, всем. Жду вас в группе ВКонтакте. Следующий ролик будет о портативной Bluetooth клавиатуре. Стоит ли ее покупать в Китае? Ваша Польза.ком. Спасибо за просмотр и добра в ваш дом.